приехал в очередное красивое место. Конечно же, тут один, как всегда. И вспоминая вчерашний разговор, я спал в одной красивой лоджии. И там как раз кормили львов. Очень уникальное такое интересное зрелище. И общался с местными ребятами. Они приехали с разных стран, любят путешествовать, и они как волонтеры живут, например, приезжают полгода, живут в какой-нибудь лодже. И я им говорю: о, классно, любите путешествовать, я вот тоже год путешествую, они такими глазами завидными смотрят. И говорит: я говорю, можем туда вместе поехать? Они такие: ну, говорю, вот смотрите, там вот только единственное, надо будет завтра встать в 5 утра, в 6, так и так, а потом, ну, если хотите туда, надо будет границу переехать, там с визами более-менее просто, надо будет коронавирус сделать. И такие: в 6 утра вставать, тут же и так типа холодно. Я говорю: ну вот иногда, говорю, приходится, говорю, если где-то что-то прозеваем, придется спать где-нибудь там, выбора в машине или там на полу в домике у рейнджера. Они такими глазами смотрят: а границу же надо коронавирус тест делать, это же в нос будут лазить такой фигней. Я говорю: ну вообще да. А ты что, через каждую страну едешь, и тебе типа нужно каждый раз там типа этим всем? Я говорю: ну как бы да. И такие: ой, нет, это слишком сложно. Я такой думаю: ну тогда сидите в своей лоджии еще полгода. И как бы... И на самом деле я как раз думаю, почему люди не путешествуют? А вот поэтому и путешествуют. Им просто надо чуть-чуть побольше поработать, чуть-чуть побольше попариться. Надо встать утром пораньше. Надо чуть побольше ответственности. Поспать не всегда вкусно получится. И покушать не всегда так тепло. И нигде тебя так с удовольствием не ждут. И брейкдаунов по дороге появляется. Вот. И люди, как только они когда видят путешествие, они такие: о, классно, это такой 5-звездочный отель, когда ты сидишь, и тебя коктейли носят, и ты такой весь вау, такой и селфишься на Инстаграм. А оказывается, блин, вот путешествие — это такая сложная штука. И причина, почему не путешествуют многие люди, потому что вот именно им сложно выйти из зоны комфорта. Рассматривать классные фоточки круто. В лучшем случае поехать в all inclusive. Вот. А нормальное путешествие просто всем лень. Поэтому вот такие места, как это, красивые. Я, кажется, даже водопад сделан, как будто ступеньки люди как будто сделали, да? И тут находишься один, потому что всем остальным просто лень. Вот. Так что, ребят, путешествуйте. Самые классные места, как правило, видите, никого здесь нет. Удачки вам и жду вас. Встречи в классных путешествиях.